Привет, друзья! Полина Гагарина – одна из самых ярких и талантливых певиц в российском шоу-бизнесе, актриса, композитор, фотомодель. Победительница конкурса «Фабрика звезд 2», серебряный призер Евровидения 2015, исполнительница множества хитов, наставник голоса, участница самого популярного азиатского конкурса профессионалов The Singer, проходившего в Китае, блогер с более чем 8 миллионами подписчиков в Instagram. Сейчас звезда находится в статусе разведенной женщины с 2 детьми. Прошлой весной Полина и ее муж Дмитрий Исхаков сообщили о своем расставании спустя почти 6 лет брака, что стало полной неожиданностью для многих поклонников. Как певица достигла успеха, сколько зарабатывает и как живет после разлада в семье. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Полина Гагарина, сколько она зарабатывает и какой недвижимостью она владеет. Девочку, родившуюся 27 марта 1987 года в семье врача Сергея Гагарина и балерины Екатерины Мучкаевой, назвали Полиной. Детство малышки прошло между Москвой, Саратовом и Грецией, где несколько лет работала мама, солистка знаменитой «Березки». В Москве девочка окончила среднюю школу экстерном и в 15 лет стала студенткой факультета вокала эстрадно-джазового училища, причем была зачислена на бюджет. Будучи студенткой 2-го курса, Полина, благодаря своему педагогу Наталье Андрияновой, попала на телевизионный проект под продюсерством Максима Фадеева «Фабрика звезд 2». Став победительницей конкурса, Полина отказалась от дальнейшего сотрудничества с Максимом Фадеевым. Кухня шоу-бизнеса произвела на нее отталкивающее впечатление, а условия контракта, предложенные продюсером, совершенно не устроили начинающую обретать популярность звезду. Еще одним важным событием в жизни певицы стало поступление в знаменитую МХАТовскую школу-студию на курс Игоря Золотовицкого, которую она закончила в 2010 году с красным дипломом. Успех и признание принесло Гагариной сотрудничество с Константином Меладзе, написавшим для нее песню «Я тебя не прощу никогда». Сразу же после ее премьеры увидел свет дебютный альбом певицы «Попроси у облаков». Через пару лет Полина презентовала еще один сольник «О себе», в котором были собраны практически автобиографические песни. В 2015 году стало известно, что на музыкальном конкурсе Евровидение, проведение которого запланировали в Вене, Россию представит Полина Гагарина с песней «Миллион голосов». Финал вокального конкурса состоялся в австрийской столице 23 мая. Эмоциональное напряжение и сознание ответственности были такими сильными, что Полина полностью ушла в себя в день финала. Практически все 40 стран дали России баллы, большая часть из которых проголосовала самыми высокими оценками. В итоге Полина Гагарина заняла 2-е место, а победителем конкурса стал швед Монс Зельмерлев. Вскоре певица стала участницей эстафеты Олимпийского огня в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать российских спортсменов, а затем одним из наставников проекта «Голос». В конце 2017 года певица снялась в откровенной фотосессии, а затем в клипе на песню «Обезоружена». 2018 год подарил поклонникам еще один студийный альбом Гагариной «Выше головы». В этом же году певица стала доверенным лицом Владимира Путина и членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. В 2019 году творческая карьера певицы сделала еще один виток вверх по спирали. Она стала участницей профессионального азиатского конкурса вокалистов The Singer, проходившего в Китае. В первом туре Гагарина выступила с песней «Кукушка». Для второго выбрала «Спектакль окончен», спев 2 куплета на китайском языке к восторгу публики. В начале 2020 года Гагарина начала работать сама, без продюсера. Теперь певица руководит коллективом из 50 человек. Ранее ее муж значился генеральным директором ООО «Полина Гагарина», но в начале 2020 года был уволен. А что же у певицы в личном плане? Впервые Полина вышла замуж в 19 лет. Будучи студенткой МХАТа, она влюбилась в актера Петра Кислова. Возлюбленный был старше Полины на 5 лет. Когда девушка забеременела, мужчина, уже однажды побывавший в браке, предложил Гагариной выйти за него замуж. Пара оформила отношения в августе 2007 года, а через 2 месяца на свет появился их сын, которого назвали Андреем. Малышу исполнилось всего 8 месяцев, как между его родителями начались проблемы. Актер уехал в Киев на съемки, которые длились почти год, а редкие встречи с семьей заканчивались скандалами и разбором полетов. После родов Полине было нелегко. Набрав вес во время беременности, она ощущала себя огромной, тем более, по ее признанию, период беременности прошел у нее под знаком борьбы за еду.
Она практически дралась с собственной мамой за каждую булку и каждый день плакала. Не плакала лишь в те моменты, когда ела по 2 порции за один присест. Уже став мамой, Гагарина однажды подошла к зеркалу и сказала себе, что так дальше продолжаться не может. Первым делом перестала столько есть, а как только сумела, прервала академический отпуск и вернулась в институт, где достаточно быстро пришла в форму. С Кисловым Полина развелась весной 2010 года. Сам Петр называл причиной их развода энергетическую похожесть друг на друга. Оба упрямые, неуступчивые, с завышенными требованиями один к другому. Кислов считал, что у Полины слишком жесткие жизненные рамки, и она не умеет прислушиваться к советам, делая все всегда по-своему. В 2013 году Гагариной понадобилась фотосессия, которую решили заказать у известного московского фотографа Дмитрия Исхакова. Дмитрия предупреждали, что артистка очень требовательна и даже капризна. Но день прошел на удивление легко и продуктивно. Вот только отдавать фотографии Исхаков не спешил. Певица написала ему гневный месседж с вопросом, когда он отдаст ей снимки, которые ей нужны были для концерта. Дмитрий воспользовался моментом, ответив, что как только Полина выпьет с ним по чашечке кофе, фотографии тут же будут у нее. Перед свиданием у певицы не было ощущения, что она встретила мужчину собственной мечты. Он был похож на ее отца – бородатый, брюнет, да еще и на 9 лет старше, но все же отношения между ними завязались. Позднее, во время совместной поездки в Париж, мужчина сделал Гагариной предложение на мосту влюбленных, а осенью 2014 года состоялась их свадьба. Когда в 2017 году Полина подарила мужу дочку, он разместил в сети фото, где стоит под окнами роддома, и рассекретил значение имени девочки – Мия, упрямая и непокорная. Увы, в мае 2020 года Полина и Дмитрий решились на развод. Что послужило катализатором распада красивой пары, неизвестно. Оба предпочли хранить тактичное молчание. Источники, близкие к бывшим супругам, утверждали, что Дмитрий был домашним тираном и мало зарабатывал, что и стало катализатором разрыва. Расставшись с мужем не в лучших отношениях, Полина сосредоточилась на детях и работе. Несмотря на то, что Поля продолжила хранить молчание на тему своей личной жизни, в июле журналистам все же удалось подловить ее в компании популярного саунд-продюсера Владимира Чиняева, больше известного в тусовке под псевдонимом Чин Конг. На кадрах совместной прогулки они выглядели довольно невинно, однако в прессе им сразу же приписали роман. Недавно Дмитрий Исхаков дал интервью, в котором рассказал, как они с Полиной Гагариной общаются после развода. Если раньше фотограф уверял, что они с бывшей женой остались добрыми приятелями, то теперь не стал скрывать, что у них сложились довольно натянутые отношения, которые сохраняются исключительно благодаря общей дочери Мии. Дмитрий также признался, что развод стал для него сильным потрясением. Полина Гагарина была в центре внимания не только из-за развода с Дмитрием Исхаковым. В конце лета стало известно, что певица задолжала 55 тысяч рублей за услуги ЖКХ и еще 30 тысяч рублей налогов. Сначала суд постановил взыскать эти средства со счетов звезды, а потом Федеральная служба судебных приставов и вовсе официально объявила Гагарину в розыск. Эта тема довольно быстро сошла на нет. По всей видимости, тогда Полина Гагарина в срочном порядке погасила свои долги и уладила проблемы с законом. Интересен и тот факт, что всего за несколько дней до этого российский Forbes включил певицу в свой рейтинг звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. По данным издания, за год Гагарина заработала порядка 6 миллионов 400 тысяч долларов. Согласно сведениям журнала Forbes, доход Полины Гагариной на рекламе в Instagram с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года составил 890 тысяч долларов. За певицей в Instagram следят более 8 миллионов поклонников, и одна рекламная публикация на странице Гагариной стоит от 500 тысяч рублей. Полину Гагарину любят приглашать на частные мероприятия и выступления на заграничные курорты. Ее можно увидеть в 5-звездочных отелях Турции. За такой концерт придется заплатить от 4 до 6 миллионов рублей. Заработанные деньги Полина предпочитает вкладывать в недвижимость. Она уже приобрела роскошную квартиру и загородный дом. Роскошные апартаменты площадью 137 квадратных метров располагаются возле станции метро Маяковская. Полина приобрела еще несколько лет назад. Уникальные апартаменты с видом на Кремль требовали особого подхода к обустройству. Самая любимая комната Полины – небольшая гостиная. Именно здесь собирается вся семья. И, конечно, самое почетное место занял мини-рояль в черном цвете, за которым сегодня музицирует не только Полина, но и старший сын. Загородный дом в Подмосковье был приобретен Полиной еще до второго брака певицы.
В доме обустроена роскошная гостиная с настоящим камином. Здесь удивительным образом гармонично сочетается легкий стиль Франции и брутальные элементы. Кроме того, в особняке оформлено с комфортом несколько спален, в том числе и гостевых, а также роскошная сауна с бассейном. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!